Весной 1993 году 33-летний фотограф из ЮАР Кевин Картер делал серию фоторепортажей под общим названием «Голод в Судане». Это был неимоверно тяжелый труд фотографировать мертвых и еще живых, но уже обреченных на голодную смерть людей, пропускать все это через свою душу и совесть и продолжать рассказывать миру о беде. Его снимки привлекли внимание мировой общественности к проблеме, начался сбор средств и травля фотографа. Как можно было просто наблюдать, хладнокровно фотографировать, вместо того, чтобы взять и помочь. Скандал достиг своего апогея, когда в начале 1994 года Картеру дали Пулитцеровскую премию за, пожалуй, самый драматический снимок в его серии «Стервятник и девочка». Через 2 месяца автор снимка наложил на себя руки. Но вправе ли судить его те, кто разглядывал его снимки, сидя у себя дома на диване, в тепле и сытости? Ведь думается, что не только пережитые Кевином ужасы были виной тому, что он свел счеты с жизнью. Страшно даже подумать, что было бы, если бы в те годы уже существовали соцсети. Думается, что хейтеры постарались бы, чтобы Картер не дожил не только до премии и признания, но и домой бы не доехал. Что касается истории этого снимка и того ребенка. В начале весны 1993 года Кевин, как военный фотокорреспондент, присоединился к проекту «Мост жизни для Судана», организованному ООН. Там шла гражданская война, люди страдали от голода. Картера предупредили, что он не имеет права вмешиваться в происходящее, его задача снимать, хоть это было очень непросто. В деревушке, где волонтеры раздавали еду, царила страшная антисанитария и вопиющая нищета. Он заметил ребенка, лежащего на земле в позе эмбриона, которого подстерегал стервятник. Трудно сказать, почему Кевин решил, что это была девочка. Фотограф сделал снимок и отогнал птицу, это максимум, что он мог сделать для этого ребенка. Кроме упоминаний об условиях, на которых его приняли в миссию, скажем, в оправдание фотографа следующее: без помощи тот ребенок не остался, но это была задача других людей. Если внимательно присмотреться к малышу, можно заметить на его руке пластиковый браслет, а на нем маркировка «Миссия ООН». Т3, где буква «Да» означает «тяжелое недоедание». 3. Порядок кормления зарегистрированного недоедающего в пункте питания. Уже после смерти Картера, благодаря работавшим в той деревне волонтерам, выяснилось, что на его снимке не девочка, а мальчик по имени Конг Нонг. Тогда ребенок выжил, он пережил фотографа на 14 лет и умер от лихорадки. В заключение в память о Кевине Картере хочется сказать, неплохо бы нам к 10 Божьим заповедям добавить сегодня еще одно: не ешьте друг друга.